Здравствуйте. Я наконец-то нашел время для того, чтобы ответить на ваши вопросы, вопросы подписчиков сообщества Тату-машинки. Все ваши вопросы сводились к нескольким темам. Первое – это технические аспекты татуирования. Второе – это какие-либо аспекты машинбилдерства. И третье – это настройки машинок. И хочу добавить небольшую ремарочку на будущее. Если вы хотите обучаться, развиваться как личность, развиваться как мастер, профессионал, а вы же хотите, наверное, раз вы смотрите это видео, раз вы задаете вопросы, раз вы интересуетесь, соответственно, задавайте, пожалуйста, вопросы конкретно, четко и максимально дотошно. Только в этом случае вы можете получить конструктивный ответ, который приблизит вас к цели вашего вопроса. Меня очень часто спрашивают, как должна правильно звучать тату-машинка. При этом забываю почему-то уточнить, какая именно: лайнерная для тонких полосок, как, например, вот эта модель, или же лайнер для средних и больших полосок, или же, например, Pro Shader на алюминиевой легкой раме. Или же в Hip Shader с вольфрамовым бойком, который весит на порядок больше стандартного. Так вот, однозначного ответа нет. Существует свой тип настройки машинки, существует вес бойка машинки и прочие факторы, которые влияют на звук. Всем тем, кого беспокоит вопрос правильности звучания тату-машинки, я бы посоветовал озаботиться другим вопросом: правильности самой тату-машинки. Если у вас правильная тату-машинка от нормального билдера, то она будет правильно колоть татуировки. Она будет проводить полоски в один проход. Она будет плотно и хорошо закрашивать кожу. После нее все будет отлично заживать. И звук вас не должен беспокоить. Максимум вы должны периодически подкручивать контактный винт. Об этом как раз пойдет речь дальше. Настройка тату-машинок. Это очень обширный вопрос. Одна только теория на эту тему занимает больше часа на моих тренингах по сборке и настройке тату-машинок. Настройку можно разделить на два типа. Первый – это быстрые настройки. Это то, что можно сделать за минуту, буквально на коленке. Второй – это настройки более глубокого уровня. Для этого требуется обладать уже более обширными знаниями и навыками. Поэтому в рамках этого видео я с удовольствием поделюсь одним из простейших навыков для самостоятельной настройки машин. Более того, это самый главный навык для мастера татуировки. Все остальное можно оставить для специалистов по тату-машинкам, для билдеров. Но именно это должен уметь делать каждый. Если ваша машинка изначально нормальная, с рабочей геометрией, правильно выгнутыми пружинами или правильно заданным углом седла, то можно вернуть ей былую мощность, просто подкрутив контактный винт. Хочу сразу оговориться. Для того, чтобы эти знания превратились в навыки, и вы их запомнили на всю жизнь, необходимо, чтобы все, что вы здесь сейчас увидите, вы закрепили на практике самостоятельно. Итак, приступим. Ослабляем зажимной винт. И начинаем медленно вкручивать контактный винт. До тех пор, пока звук не изменится на явно троящий. Пока боек будет ходить на глаз явно неравномерно. Вот, стоп, мы добились этого. Теперь будем медленно откручивать обратно, пока звук не выровняется. Стоп, мы этого тоже добились. Данная машинка готова к бою. Здесь тоже, на мой взгляд, чрезмерно большой ход. Необходимо его немножко уменьшить, чтобы повысить КПД и мощность машинки. Оп. Стоп. Начинаем медленно откручивать обратно.
Стоп. Зафиксировали. Готово. Иногда бывает так, что вроде бы все работает отлично, но вы можете все равно повторить эту процедуру самостоятельно. Вы можете запомнить ощущение от удара байка до и после подкрутки. На одном и том же вольтаже после подкрутки машинка работает гораздо мощнее, чем до этой процедуры. И наш красавец в хип шейдер. Он и так очень мощный. Огромный ход, почти в сантиметр. Тоже готово. Касаемо настроек тату-машинок, можно сказать кратко, можно сказать чуть подольше. Кратко это в двух словах. Покупайте нормальную тату-машинку, изначально работоспособную, и вам достаточно будет научиться всего лишь подкручивать контактный винт. Как вы до этого могли уже видеть, это все делается достаточно просто. Если вы хотите более глубоко вникнуть в этот вопрос, если вы хотите научиться ремонтировать тату-машинку самостоятельно, подкручивать не только винты, но и сразу выявлять какие-то недостатки уже существующих конструкций, заняться ремонтом самостоятельно, если вдруг, не дай бог, это понадобится, плюс вы научитесь выбирать тату-машинки, то тогда тут видеозапись не поможет, тут поможет только тренинг. Он может быть как в онлайн формате, так и в офлайн формате. Естественно, я всем могу рекомендовать приехать в Москву на него. Называется он «Алхимия тату-машин». Там вы самостоятельно, под моим личным руководством, соберете тату-машинку, настроите ее. И на выходе вы получите аппарат, который будет работать точно так же, как если бы его настроил лично я. И он останется вам. В следующем нашем видеоответе мы раскроем одну очень интересную вещь. А именно я покажу и расскажу вам, как правильно выбрать блок питания, клипкорд и педаль. На первый взгляд кажется, что это вполне очевидные вещи и что они практически никак не влияют на работу тату-машинки. На самом деле очень сильно влияют, так что до следующей недели.